Извините, вы можете мне помочь, пожалуйста? Здравствуйте. Конечно, чем могу помочь? Я должна заполнить этот бланк, но не очень понимаю, как. Понимаю, это форма для регистрации, да? Да, именно. Первый раз в мэрии. Немного волнуюсь. Не волнуйтесь, все не так сложно. Спасибо. Можно спросить, что писать в первой строке? Тут надо указать ваше имя и фамилию. Хорошо. Вот здесь написать Ирина Петрова, верно? Да, отлично. Дальше дата рождения. Пишу 14 мая 1990 года. Все правильно? Замечательно. Теперь адрес проживания. Адрес по прописке или по факту? Лучше писать тот, где сейчас живете. Я живу на улице Ленина, дом 5, квартира 12. Прекрасно. Теперь номер телефона и электронную почту. Телефон 891234568789. Почта irina@mail.ru. Очень хорошо. Дальше выберите цель обращения. Я хочу оформить временную прописку. Тогда здесь нужно галочку поставить. Вот так? Я правильно отметила. Да, все верно. Осталось немного. Что писать в графе «Паспортные данные»? Там серия, номер, кем и когда выдан паспорт. Серию и номер писать без пробела. Нет, лучше через пробел. Так удобнее читать. Готово. Форма почти заполнена. Теперь остается ваша подпись и сегодняшняя дата. Спасибо вам большое за помощь. Пожалуйста, всегда рад помочь. Вы здесь работаете или тоже подаете документы? Нет, я просто часто заполняю такие формы. Спасибо еще раз. Теперь мне не страшно. Удачи вам, Ирина, и хорошего дня. Здравствуйте. Вы тоже ждете приема? Да, здравствуйте, меня зовут Александр. Очень приятно, я Ирина. Вы часто слушаете подкасты, чтобы скоротать время? Да, слушаю почти каждый день. А вы? Я тоже люблю слушать подкасты в очереди. Какие подкасты вам нравятся больше всего? Мне нравятся подкасты про путешествия и еду. Недавно слушала выпуск о Грузии, было интересно. О, здорово, я люблю подкасты про историю. И иногда слушаю уроки английского, чтобы учить язык. Хорошая идея, я тоже иногда так учу слова. Какие подкасты вы советуете новичку? Попробуйте Арзамас. Очень понятно и познавательно. Спасибо, не знала об этом. Какой у вас любимый эпизод? Мой любимый о Петре Первом. Очень интересно. А у вас есть любимый подкастер? Мне нравится Мария Морозова, у нее легкий стиль. А вам кто больше по душе? Я слушаю Максима Кузнецова. Его голос очень приятный. Здорово. Когда лучше слушать подкасты, по-вашему? Я слушаю утром, когда еду на работу в метро. Я же обычно слушаю вечером дома перед сном. Это помогает мне расслабиться после длинного дня. А вам не мешает шум в метро слушать подкасты? Если шумно, я просто делаю погромче или ставлю паузу. Хорошая тактика. А вы используете специальные наушники? Да, мои наушники с шумоподавлением очень удобно. Отлично. А сколько подкастов вы обычно слушаете в неделю? Где-то 3-4. А вы? Я слушаю 5-6 выпусков, особенно в выходные. Спасибо за рекомендации. Теперь попробую Арзамас.
Какая сегодня хорошая погода в парке, да? Да, мне очень нравится этот парк. Напоминает детство. Ты был когда-нибудь в летнем лагере? Да, я ездил в лагерь на Волге. А ты? Я тоже. Мой лагерь был недалеко от Новгорода. Здорово. Какие у тебя остались воспоминания? Я часто вспоминаю костры и песни вечером. Мы собирались вокруг огня и пели вместе. У нас тоже были костры. Еще мы играли в футбол. Я не очень играла в футбол, но любила настольные игры. Какая у тебя была любимая настольная игра? Я любила играть в домино и шашки. А ты? Я больше всего любил шахматы, но тоже играл в шашки. В нашем лагере еще были спортивные соревнования. О, у нас тоже. Я участвовал в эстафетах. Я однажды выиграла медаль за бег. Это было так неожиданно и приятно. Поздравляю, мне давали грамоту за хорошее плавание. Ты хорошо плаваешь? Я немного боюсь воды. Я с детства любил плавать, море всегда манило. В нашем лагере не было моря, только озеро. Я первый раз увидел Волгу именно в лагере. Вы купались или ловили рыбу? Мы и купались, и ловили рыбу на удочку. У нас устраивали пикники у озера по выходным. У нас тоже, и варили уху на костре. Пахло дымом и свежей рыбой, как сейчас помню. Мне нравится этот запах, он очень теплый и домашний. Жаль, что сейчас дети редко ездят в такие лагеря. Да, это были особенные времена и особые друзья. Иногда хочется вернуться туда хотя бы на день. Я тоже. Давайте хотя бы вспоминать об этом почаще. Привет! Ты тоже учишься водить машину здесь? Да, меня зовут Максим. А тебя? Я Ольга. Я немного волнуюсь перед уроком. Я тоже. Машины мне кажутся большими. А мне сложно запоминать все правила. Я стараюсь читать учебник каждый вечер. Это хорошая идея. Я слушаю аудиоуроки дома. Так лучше запоминаются новые слова. А ты уже ездила по городу с инструктором? Да, вчера был мой первый урок на дороге. Страшно было? Сначала да, но инструктор был очень спокойный. Мой инструктор часто повторяет «не спеши». Мой тоже. Он советует смотреть в зеркала часто. Я все время забываю пристегивать ремень. У меня такая же проблема. Я клею стикеры на руль, чтобы не забывать. Интересная идея. Я попробую тоже. Ты уже решала тесты по теории? Да, они не очень сложные, но я ошибаюсь иногда. Я учу знаки дорожного движения на карточках. Мне помогает рисовать схемы перекрестков. А у тебя есть своя любимая машина? Мне нравится красная лада, а тебе? Я мечтаю о «Жигули», как у дедушки в Твери. Здорово. Ты уже выбирала маршруты для тренировки? Пока только простые улицы рядом с автошколой. Я хочу сначала ездить рано утром, когда мало машин. Правильно, утром точно спокойнее. Спасибо за советы, Максим. Я буду стараться. Спасибо и тебе, Ольга. Удачи на уроке. Удачи и тебе. Давай учиться вместе. Договорились. Вперед к водительским правам. Привет. Какой у тебя был любимый обед в столовой? О, привет! Я очень любил картофельное пюре с котлетой. Ой, это классика. А что ты пил обычно?
Я всегда брал компот, очень сладкий и вкусный. Я тоже помню компот. В детстве это было самым любимым. А десерт у вас был? Да, иногда давали творожную запеканку. Она с изюмом, я ее ел медленно, чтобы дольше наслаждаться. Запеканка? Вкусно. А я больше всего любила плов. У нас плов редко готовили, но рис всегда был сытный. В Москве нам чаще делали кашу. Ты любил кашу? Не очень. Манную кашу я не ел, только гречку. Гречка полезная, но я предпочитала макароны по-флотски. Да, с фаршем и луком, сытно после уроков. А суп ты ел в столовой? Обязательно, особенно борщ с булочкой. А я люблю щи, но многие дети не едят супы. Да, супы не всем нравятся, а тебе нравился салат? Иногда обычный салат из капусты и моркови. У нас тоже такой был. Простое, но вкусное. Порой хочется снова поесть такие блюда. Да, столовая – часть детства. Ты помнишь, как пахло в столовой? Да, пахло булочками и супом. А у вас были булочки с повидлом? Были. Мы с друзьями всегда ждали их после второго. Правда, я помню, как быстро они исчезали. Сейчас таких булочек почти нет. Это точно. Теперь я сама часто готовлю плов дома. А я иногда делаю котлеты, как в школе. Интересно, наши вкусы почти не изменились. Да, блюда из детства всегда остаются любимыми. Привет, меня зовут Анна. Ты здесь первый раз? Здравствуйте, Анна, я Павел. Нет, я тут уже третий раз. О, здорово. Я работаю в этом приюте первый сезон. Как тебе работа здесь? Нравится такой ритм? Да, мне очень нравится природа и свежий горный воздух. Согласен, здесь воздух совсем другой, очень чистый. Какая у тебя должность? Я помогаю на кухне и убираю комнаты. Я в основном встречаю туристов и несу рюкзаки наверх. Это, наверное, тяжелая работа. Туристов всегда много? Летом очень много, а весной чуть меньше. А зимой мало людей. Снег мешает пройти. Да, зимой тут красиво, но дорога бывает опасной. Ты из Москвы или из другого города приехал? Я из Перми, но люблю горы с детства. А ты откуда? Я из Нижнего Новгорода. Горы увидела только этим летом. Сложно было привыкнуть к высоте. Первые дни было тяжело, потом стало легче. Мне тоже пришлось привыкать, голова кружилась иногда. Ты спишь хорошо на этой высоте? Сейчас да, а сначала сон был очень чуткий. Я тоже уже привыкла. Здесь так тихо по ночам. У тебя есть любимое занятие после работы? Я люблю читать у окна и смотреть на закаты. А ты чем занимаешься в свободное время? Я часто фотографирую горы, здесь свет всегда разный. О, покажешь фото потом? Я очень люблю снимки природы. Конечно. А еще у меня есть фото с лисой у приюта. Серьезно? Я ни разу не видела лису здесь. Она прибегала рано утром, когда туристов еще не было. Может, завтра я встану пораньше, чтобы попробовать ее увидеть. Давай попробуем вместе. Это приятно, встречать рассвет. Согласна. Спасибо за разговор, Павел. Спасибо тебе, Анна, хорошей смены и до завтра. Добрый день, меня зовут Марина. А вас как зовут?
Здравствуйте, Марина, я Алексей. Рада знакомству, Алексей. Вы часто бываете на таких семинарах? Я здесь впервые. Я хочу научиться экономить деньги. Я тоже стараюсь лучше управлять своим бюджетом. Сложно не тратить лишнего в большом городе, правда? Да, в Москве много соблазнов. Я веду список расходов. Интересно, а вы пишете все в тетрадь или в телефон? Я люблю записывать в блокнот. Так мне легче следить. А я использую мобильное приложение для бюджета. Это удобно. Приложение само считает расходы. Да, можно видеть категории: еда, транспорт и так далее. Я делю свои траты на важные и неважные. У меня большая статья расходов «Еда вне дома». Я стараюсь покупать продукты и готовить сама. Это дешевле, полезнее и помогает сэкономить. Согласен. Недавно начал брать обеды из дома на работу. А как вы планируете крупные покупки? Я откладываю немного денег каждый месяц. Хорошо. Я тоже делаю депозит на отдельный счет. Вы вообще пользуетесь скидками или акциями? Да, я всегда беру товары по акциям, если есть скидка. Иногда сравниваю цены в разных магазинах. Я недавно завел дисконтную карту продуктового магазина. Это удобно. Я коплю баллы и могу меньше платить. А как вы относитесь к общему семейному бюджету? Мы с мужем вместе обсуждаем расходы и планы. У меня пока что личный бюджет, но хочу научиться больше. Главное – ставить цели и не бояться ошибок. Спасибо за советы, Марина. Был рад поговорить. И вам спасибо, Алексей. Удачи в управлении бюджетом. До свидания, хорошего дня и успехов на семинаре. До встречи. Будем экономить вместе. Здравствуйте. Вы тоже ждете посылку? Да, жду свой заказ. А вы давно уже здесь? Нет, только что пришла. Я всегда беру покупки здесь. Я тоже. Покупать онлайн очень удобно. Да, особенно когда посылки можно забрать рядом с домом. Я заказываю книги и одежду. А вы что обычно покупаете? Я часто заказываю косметику и товары для дома. Иногда покупаю продукты, очень экономит время. Согласен. Раньше я ходил в магазины, а теперь редко. Вы когда-нибудь ждали посылку очень долго? Бывало. Один раз курьер опоздал на 3 дня. Ох, это неприятно. Мне один раз потеряли заказ. Как вы решили проблему? Позвонила в службу поддержки, деньги вернули быстро. Это хорошо. Обычно сервис работает без сбоев. Да, я довольна пунктом выдачи на этой улице. Вы часто видите знакомых здесь. Иногда встречаю соседку Марину. Она тоже любит онлайн-шоппинг. Я больше вижу студентов. Здесь удобно рядом с университетом. Согласна. Пункт работает до вечера, можно забрать после работы. А вы проверяете посылку на месте? Да, всегда смотрю, все ли в порядке. Однажды открыла коробку, там чужая вещь. Серьезно? Как быстро решили ошибку? Через день обменяли на мой заказ. Быстро помогли. Мне нравится, что здесь всегда вежливые сотрудники. Согласна. Всегда улыбаются и помогают, если что-то не так. Часто ли вы заказываете подарки онлайн? Да, так проще. На Новый год и 8 марта всегда заказываю подарки. Кстати, сегодня жду подарок для сына. Здорово. Я жду новые наушники, надеюсь, все исправно.
Желаю удачи. Надеюсь, посылки придут в целости. Спасибо, хорошего дня и удачных покупок. Какой красивый день сегодня в парке, правда? Да, Ольга, солнце светит, птицы поют. Очень приятно. Ты часто гуляешь здесь, Иван? Да, почти каждое воскресенье. А ты? Я стараюсь приходить утром. Мне нравится тишина. Я люблю смотреть на цветы и слушать природу. А у тебя есть цели на этот год? Да, я хочу научиться рисовать акварелью. Это здорово. Почему именно акварель? Я видела красивые картины на выставке в Москве. Интересно. Я тоже хотел бы попробовать рисовать. Но моя цель – выучить английский язык. Это очень полезная цель, Иван. Ты уже начал заниматься? Да, я слушаю уроки в интернете и читаю тексты. А у тебя есть еще мечты на этот год? Хочу больше путешествовать по России. Мечтаю поехать летом на Байкал. Байкал – это замечательно, там очень красиво. Я был там 2 года назад. Здорово. Ты ездил один или с друзьями? Я ездил с братом и его семьей. Было весело. Какая твоя главная цель для здоровья? Я решил бегать по утрам здесь, в парке. Так я чувствую себя бодрее и энергичнее. Я тоже хочу больше двигаться. Думаю пройтись пешком до работы. Это хорошая идея. Полезно и для души, и для тела. У тебя есть советы, как не бросить свои цели? Я записываю свои планы в блокнот и отмечаю успехи. Спасибо, ты меня вдохновил. Я тоже так попробую. Вместе легче двигаться к целям. Желаю тебе удачи, Ольга. Спасибо, Иван. Пусть у тебя все получится в новом году. Здравствуйте, меня зовут Анна. А вы? Здравствуйте, Анна. Я Сергей. Приятно познакомиться, Сергей. Вы ищете стажировку? Я уже проходил стажировку летом. А вы? Да, я тоже проходила стажировку в прошлом году. В какой компании вы работали? Я стажировалась в банке в Санкт-Петербурге. Интересно. Я был стажером на заводе в Москве. Как вам понравилось работать на заводе? Мне понравилась команда и опыт работы. Но иногда работа была трудной и утомительной. Я понимаю, в банке тоже было много задач. Особенно трудно было работать с клиентами. Да, общение с людьми всегда непросто. Но я научилась быть терпеливой и вежливой. Это очень важно. Я тоже многому научился. Какие новые навыки вы получили на стажировке? Я научился работать с техникой и планировать время. Здорово. А вам давали задания самостоятельно? Да, иногда мне доверяли важные проекты. Это было волнительно, но очень полезно. Согласна. Мне тоже доверяли делать отчеты. Мой наставник всегда помогал, когда были вопросы. У меня тоже был хороший руководитель. После стажировки вам предложили работу. Нет, но я получил хороший опыт для резюме. Я тоже. Теперь у меня больше уверенности. Планируете ли вы снова проходить стажировку? Да, я хочу попробовать работать в большой компании. Желаю вам удачи. Думаю, у вас все получится. Спасибо, Сергей. И вам успехов на форуме. Спасибо, Анна. Было приятно поговорить. Взаимно. Хорошего дня.